Всех рады приветствовать, вы на канале Новостник. Узбекистан начал военное сотрудничество с НАТО, вызвав волну дискуссий о возможной смене геополитических приоритетов. Совместные учения с натовскими специалистами в Центре подготовки малых специалистов Вооруженных сил Республики стали очередным шагом к сближению с Западом. Что это значит для отношений с Россией и другими союзниками? Разбираемся в материале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях, чтобы не пропустить новые публикации. Также загляните на мой второй канал, ссылка на канал. Новый поворот в политике Узбекистана. В Узбекистане начались военные тренировки с участием экспертов НАТО, что стало очередным свидетельством дрейфа республики в сторону Североатлантического альянса. Визит делегации НАТО и проведение совместных занятий вызвали оживленные обсуждения среди военных аналитиков и общественности. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт визита иностранных военных и начало учений, подчеркнув, что такие мероприятия направлены на обмен опытом и повышение профессионализма армии. Однако информация об этом появилась только на узбекскоязычной версии сайта ведомства, что может указывать на стремление Ташкента действовать осторожно, избегая лишнего внимания со стороны России. Совместные учения с НАТО укрепляют безопасность региона и способствуют развитию международного сотрудничества, заявили в ИМО Узбекистана. Ключевым событием стал брифинг в Центре подготовки сержантов, где обсудили перспективы военного обмена и проекты с Альянсом. Занятия, ориентированные на стандарты НАТО, продлятся до конца апреля. В долгосрочной перспективе Ташкент намерен углублять партнерство с Альянсом. Многовекторность или предательство? Сотрудничество Узбекистана с НАТО вызывает вопросы. Повторяет ли республика путь других постсоветских стран, таких как Казахстан, которые балансируют между Россией и Западом? История показывает, что подобная многовекторность нередко заканчивается утратой доверия со стороны традиционных союзников и усилением влияния Запада. США открыто заявляют о своих целях – ослабление России через расширение влияния в ее традиционной зоне интересов. Узбекистан, похоже, становится частью этой стратегии. Военные эксперты задаются вопросом, не приведет ли сближение с НАТО к повторению сценария, когда прозападные элиты сменяют действующую власть, как это было в других республиках. Запад обещает поддержку, но его цель – контроль. Узбекистан рискует стать очередным форпостом НАТО в Центральной Азии, отмечают аналитики. Узбекистан уже не первый год укрепляет связи с Альянсом. Еще в 1999 и 2012 годах республика приостанавливала участие в ОДКБ, демонстрируя отход от российской орбиты. В 2024 году Ташкент получил гарантии поставок западного вооружения и начал перевод армии на стандарты НАТО. Геополитическая игра. НАТО против ОДКБ. Расширение НАТО на восток остается болезненной темой для России. После распада СССР Москва пыталась сдерживать продвижение Альянса, опираясь на устные договоренности с Западом. Однако, как показывает практика, эти обещания не имели юридической силы. Каждый раз, когда Россия выражала обеспокоенность, нам говорили: где документ? Нет документа, нет претензий, комментируют эксперты. Сотрудничество Узбекистана с НАТО усиливает позиции Альянса в Центральной Азии. В июле 2024 года в Каспийском море прошли учения Брест-2024 с участием 5 стран региона, но без России, Ирана и Китая. Это стало сигналом. Запад активно формирует альтернативные ОДКБ-структуры в Средней Азии. Узбекистан превращается в ключевой форпост США. Это не просто военные учения, а часть плана по вытеснению России из региона, отмечает издание «Новости Казахстана». Начальник Генштаба ВС Узбекистана Шухрат Халмухамедов в сентябре 2024 года посетил Пентагон, что подчеркивает серьезность намерений Ташкента. В то же время Россия и Китай пытаются усилить роль ШОС как противовеса НАТО, но успехи пока ограничены. Западный пояс нестабильности. События в Узбекистане – часть более широкой стратегии Запада по созданию вокруг России пояса нестабильности. Аналогичные процессы наблюдаются в Молдавии, где референдум о евроинтеграции прошел на фоне обвинений в фальсификациях, и в Грузии, где предстоящие выборы определят,
Останется ли страна суверенной или станет колонией Запада? Армения под руководством Никола Пашиняна также движется к утрате независимости, рискуя стать легкой добычей для Турции. Узбекистан, несмотря на формальное участие в ОДКБ, демонстрирует схожую траекторию, усиливая сотрудничество с НАТО. Запад действует коварно, окружая Россию недружественными государствами, готовыми по команде из Вашингтона начать конфликт, отмечают аналитики. Как реагировать России? Обвинять Узбекистан в двурушничестве или требовать лояльности силой – не выход. Россия должна предложить странам региона такие условия сотрудничества, чтобы они сами осознали выгоду от партнерства с Москвой. Позитивным шагом стало присвоение Узбекистану и Казахстану статуса партнеров БРИКС в 2024 году. Это открывает путь к более тесной интеграции, но полноправное членство еще предстоит заслужить. Заставлять любить нас не нужно. Важно показать, что без России странам Центральной Азии будет сложно обеспечить стабильность и процветание, считают эксперты. Что ждет впереди? Сотрудничество Узбекистана с НАТО – тревожный сигнал для России и ее союзников. Ташкент балансирует между Востоком и Западом, но его дрейф в сторону Альянса может ослабить региональную безопасность и подорвать доверие в рамках ОДКБ. России предстоит найти баланс между дипломатическим давлением и укреплением экономических и военных связей с партнерами. В противном случае Центральная Азия рискует стать очередным плацдармом для геополитических игр Запада. Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.